Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Что скрывает будущее ваше именно в августе? Что уйдет, а что придет взамен? И у нас август очень знаковый месяц с мощными энергиями коридора затмений. И коридор затмений – это не просто какая-то дата. Мы можем и чувствовать где-то, так могли складываться обстоятельства, обстановка. Может быть, и за месяц, и действует он еще пару месяцев, по крайней мере, на кого-то, пусть не на всех. И августовское небо не требует спешки, оно требует присутствия, подготовки к чему-то и тщательных расчетов. И новолуние 12 августа как раз во Льве совпадает с солнечным затмением и открывает для нас новый шестимесячный цикл. Причем это связано с вашим самовыражением, новыми смыслами в этой жизни. И завершается полнолунием в знаке Рыбы 28 августа, или то, что совпадает с лунным затмением. Это то, что было скрыто, а оно выходит на поверхность, наружу, и настаивает, чтобы мы как высвободили вот эту энергию. И это всегда прошлое. Или, может быть, какой-то нерешенный вопрос, тема. Я не исключаю, какая-то и тайна, может быть и ваша, может быть и чья-то. Тут на нас оказывают влияние и люди, и обстоятельства. Вот смотрите, что тут у вас выпадает. Вот интересно, мои дорогие близнецы, нож и деньги. Может быть и правда у кого-то ссора из-за денег. Или какой-то денежный вопрос, который с вами, у каждого по-своему. Может быть, с вами хотят решить этот вопрос определенным образом, а вы видите эту проблему как-то иначе или вопрос. Тут ведь, знаете, может быть и так, кто-то попросил банально взаймы, мы кому-то отказали, кто-то обиделся, да? Ну, обиделся и обиделся, ведь никто ж не видит, какая ситуация у нас самих. Или никто не знает наши планы. Ладно, пойдем с вами дальше. Я должна сказать, что Венера у нас в весах с 7 числа, а до 7 по 6 она у нас в Деве. И это такие более четкие расчеты. Тут земная энергия, тут не про какую-то экзальтацию, предположение, обещание, но, может быть, какую-то историю, может быть, и прежнюю, которая связана с деньгами, именно с какой-то нерешенной проблемой. Я не исключаю, вам придется, может быть, решать в течение августа. Но тут вот у каждого по-разному. Перекладывайте это на себя. Так вот, когда перейдет Венера в весы, для нас с 7 числа и до конца месяца открывается время прекрасных, добрых энергий, чтобы вот именно через дипломатию получить соглашение, гармонию какую-то восстановить. И здесь вот такие очень важные вопросы вы можете тоже решать. Ну и Солнце в Деве с 23-го, это вообще, в принципе, сезон порядка. И это очень гармоничные энергии, но опять же такие более земные энергии. Поэтому тут с деньгами могут быть разные варианты. Может быть, это даже, знаете, какая-то история у кого-то связанная с банками, например, да, с какими-то проплатами, выплатами, то есть, вот что-то такое. Но, тем не менее, у вас тут по судьбе. Вот так в нашем пасьянсе ложится именно крест. Это судьба. То есть это не случайно. Вот сама судьба выравнивает вашу какую-то траекторию. И, может быть, поднимает действительно на поверхности вопросы, которые, как нельзя оставить на потом. Нельзя себе сказать, я буду думать это потом, или потом авось рассосется этот вопрос. Нет, мои дорогие близнецы, явно вам придется и с чем-то определяться в августе. Но это для вас как создает какой-то, знаете, фундамент. Потому что якорь – это не просто фундамент, а это уверенность в сегодняшнем дне и в завтрашнем. Но какая-то тема, смотрите, у вас еще выпадает месяц, а месяц – это всегда сомнения. Поэтому будут именно через сомнения какие-то вопросы решаться. Вам придется какое-то однозначное решение принимать. Сердечная тяжесть – это то, что мы, как-то нам очень сложно именно к принятию. Или какая-то такая ситуация, она вот балансирующая. Может быть, это у кого-то даже и не связано с деньгами. Но это кто-то видит именно вас, какой-то ресурс. Вот давайте так скажем, если мы рассуждаем так по поводу именно того ножа или какой-то ссоры. Здесь вы можете воспринимать какую-то историю, без обид, несколько однобоко.
И вот в вас кто-то может видеть определенный ресурс, и может быть с вами в каких-то вопросах быть не согласным, потому что, ну опять же, человек имеет какое-то свое видение, но, видимо, так сложатся события, что вам придется выбрать именно себя или свое желание. И это не просто вот выбрали, да, себя и что дальше, а ничего, сижу, жду. Нет, тут последуют какие-то действия от вас именно. Я, по крайней мере, вижу так. Потому что у вас какая-то чья-то хитрость выходит наружу. Очень символично, может быть, к концу месяца. Я это тоже не исключаю. Вы можете понимать, что какой-то человек, ну, именно хитрил. Я не исключаю и того, что вы можете, кстати, предполагать, кому-то, ну, как не доверять или спрашивать себя многократно, а почему вот человек, допустим, ну, со мной в какой-то ситуации, или почему продолжается вот этот именно какой-то контакт, я этого тоже не могу исключить. Ну, есть вот такие вибрирующие энергии, когда близнецы пытаются с чем-то определиться. И пока я с вами долго говорила, пересматривала и так, и эдак, что мы тут можем еще соединить. И вот, кстати, у кого-то может быть такой период, когда тема, может быть, и личной жизни, потому что есть тут такие совмещения именно с крестом. У вас не совпал вот этот вот древко, который листва, и поэтому вопрос о выходе из одиночества может быть тоже очень актуален. Ну и это тогда ваша личная жизнь где-то может совпадать, ну кто знает, и общественная, профессиональная, или какой-то одновременно денежный вопрос. Ладно, пойдем с вами дальше. Итак, что же там скрывает август? Вот давайте будем разбираться. Какую-то путаницу нам тут обрисовали карты пасьянса. Что это такое для близнецов? О чем вы не знаете, не предполагаете, но этим придется заниматься. Что идет? Ну и что же придет взамен? Если мы говорим энергии августа таковы, что будет продолжаться на последующий период, может быть, на долгий срок? В чем ваша сила, мои дорогие, в чем ваша фортуна? В чем вам конкретно помогают высшие силы? И последняя карта. А что будет внезапно? Какие события будут для вас совершенно неожиданны, с кем это будет связано? Итак, что же скрывает август? Деньги, опять же. У вас будут деньги. Все же эта карта говорит о том, что вы, ну, по крайней мере, по финансам августом останетесь довольны. Может быть, это и будут какие-то важные согласования на предмет имущества, движимого, недвижимого, тут у каждого как-то по-своему. Может быть, это какие-то путешествия в банке, скажем так, да, встречи, какие-то, может быть, договоренности по работе с руководителями. Давайте раскроем поподробнее. Что скрывает август? Ну, это вы сами. Какое-то ваше однозначное решение. Решение, может быть, и согласование, и правда. Иногда, если мы так абстрагируемся именно от вас, знаков зодиака, да, которые по Таро проходят, то это архетип карты, вообще эксперт. Юристы, адвокаты, люди, работающие с металлом, у кого-то может совпадать, кстати, вопрос денег и, к примеру, ремонта, как вызываем специалиста. Ну, хотя, в принципе, узкие специалисты тоже проходят по этой карте, и, может быть, это вы обращаетесь к специалистам, чтобы разобраться в каком-то вопросе. Но здесь будет нет, тут какое-то путешествие, какие-то поездки. У кого-то далеко, а как будто эта поездка, посмотрите, что скрывает будущее. Вам какая-то дорога как шанс, возможность приносит. Вполне вероятно, какая-то дорога будет где-то, все же у нас туз пентаклей, если мы говорим возможность, да, оказия, то это будет как раз взаимосвязано с деньгами. У кого-то это будет связано иногда, девятка кубков, это, знаете, когда мы работаем сами на себя. Это наше творчество или это вторичный доход, это наш пассивный доход. Вот здесь вы будете этим довольны, но, может быть, есть и темы, которые вам как-то переиграть, видоизменить захочется, и вот какие-то дорожки для вас явно будут совершенно необходимы. Поэтому, может быть, вы пока даже не видите, не планируете что-то, будьте готовы к тому, что перемещений будет много. Для вас, близнецы, некогда будет скучать, а тут как будто от этого не уйдешь. По аркану справедливость тут действительно придется с кем-то договариваться или
вам потребуется консультация, может быть, юриста, адвоката, человека знающего или какого-то чиновника. Может быть, какую-то бумагу вы хотите получить или оформить что-то, ну вот перекладывайте на себя. Берите от нашего расклада лишь то, что откликается вашей душе. И тогда мы, ну, вынуждены вот именно этим вопросом и заниматься. Тоже, кстати, справедливость идет как карма. И это причина и следствие. Значит, это не новая тема, это что-то вам знакомое, но может быть то, что тянется, факт тянется из прошлого, может быть вы уже что-то пробовали, ну какой-то вопрос решать, не решался, а здесь он будет решаться, но в другом ключе. Как будто карта нам говорит, ты получишь известие, тебе придется, правда, совершить какую-то поездку, может быть и будут какие-то согласования, договоренности. Здесь вы решаете какой-то вопрос. Правда, это может быть даже связано где-то с вашими близкими или с любимым человеком. Но еще, я предполагаю, с законом или с какими-то документами это будет связано, подписанием, может быть, документов. Я не исключаю, что у кого-то это может стать как рабочая ситуация, но тогда в отношении вас работает очень добрая энергия. Вот тут, правда, вам помогает вот именно, ну, где-то и Солнце в Деве с 23-го будет вам помогать, несомненно, и Венера в Весах, как раз вот эти согласования и провести. Может быть, знаете, такой двоякий какой-то вариант или какой-то двойственный случай, который требует и выбора, и одновременно решений, может быть, и ответственности с учетом короля мечей. Но, значит, это будет вот именно как-то обсуждаться, причем в гармоничных энергиях, по крайней мере, консенсус какой-то может быть. Или вы сможете с кем-то договориться. Вполне вероятно, какая-то важная персона для вас, когда вот эти договоренности для вас будут иметь значительно больший смысл на дольший период. Но это не так, как вы предполагали прежде. Вот тут действительно, я часто говорю по пажу мечей, как будто мы идем какую-то или проходим дорожку, представьте, по узенькой тропинке, да, шествуем, и освещает ее только лунный свет. И вот мы идем, и на каком-то участке пути мы понимаем, а нет, нужно делать все не так, пора сворачивать. Вот поэтому нам как будто Чиро Маркетти в этой колоде держит наш персонаж, паж, да, вот этот меч, и он как будто показывает другое направление. Вот тут и вопрос как-то может ваш решиться совершенно не так, как вы предполагали, да, или как вы уже себе запланировали. Может быть, это и будет связано с такими неожиданными перемещениями. Но тут ведь, посмотрите, казалось бы, меч, острие меча, а сидит два голубя. Для вас это именно к благополучию. Что уйдет, давайте узнаем. 4 жезлов, вопросы, которые связаны с домом. И здесь ведь может быть по-разному. Здесь вы сами можете изменить свое мнение, свое решение. Может быть, наоборот, кто-то, вот как я говорила, да, вызываете, может быть, бригаду из людей, которые, ну, вам могут, точнее, допустим, поменять какие-то коммуникации или выполнить какую-то работу, ну, как узкие специалисты. И что уйдет? Вы тогда можете, все-таки это очень добрая карта, праздник после победы. Тогда вот именно какая-то победа, что-то вы доводите до ума, довели, поставили точку, и уже к этому вопросу вы не возвращаетесь. Так давайте все-таки поподробнее, что уйдет. Может быть, для кого-то из вас решается вопрос вообще, в принципе, вашего места проживания, пребывания, где вы будете находиться в ближайшее время. Что уйдет? А тут связано нет, тут связано с каким-то человеком, что уйдет. Какое-то долгое ожидание конкретной персоны, долгое ожидание какой-то важной встречи. А теперь словно колесо фортуны. У вас какое-то ожидание заканчивается, мои дорогие, точно? Вы кого-то ждали. Или вы о ком-то думали. Может быть, какой-то план прежде у вас, вот именно план, который был связан с периодом ожидания, и все, он как-то не проигрывался, или что-то вот у вас не стыковалось, а вот теперь состыкуется. А вот тут могут быть и первое, и второе, что-то взаимосвязано, как вот эта неожиданность, опять нам выпадает паж мечей. И когда,
уходят, как вот часть, может быть, планов, она и будет связана, да, что уйдет. Вот тут я вижу прежние планы, вам придется все переиграть. Потому что именно первая позиция, то, чего вы не видите, и, может быть, себе все так рационально расписали, распланировали, а тут нет, одна новость, и все меняет. Для кого-то это будет ситуация, которая связана, да, с деньгами. Может быть, и с работой. Тут и не одна новость, мои дорогие. Будьте готовы к тому, что уходит, я вам прямо скажу. Вы будете в течение августа не единожды переигрывать свои планы, может быть, на каждый день. И это не просто будет исходить от того, что, ну вот вам так хочется, да? Нет. Тут либо обстоятельства на вас будут влиять, либо, может быть, и люди. Потому что раньше не было возможности. А здесь вы будете видеть, а вот теперь как будто пора. Или так будут складываться события, когда раньше вы бы и хотели что-то осуществить, а вот обстановка как будто, или нужного человека не было. А вот здесь вот оно все стыкуется, соединяется, как тысячи дорог в одной точке, ну, как минимум 8 жезлов. И я иногда называю эту карту доброй трансформации. Это вот, знаете, как вот из ниоткуда появляется та возможность, шанс, и нам нужно действовать иначе, если мы что-то отложим на завтра, а завтра как поезд ушел. Завтра энергия, вот это невидимое, то, что меняется, и вот лучше куй железо, пока горячо. Поэтому придется, видимо, что уйдет. Может быть, и уйдут еще часть планов тех, которые вы когда-то прежде считали, что для вас это важно. Я, кстати, не исключаю, что для кого-то это может быть окончательное решение по части ваших взаимоотношений, какой-то любовной истории. Что-то тут близнецы будут переигрывать, передумывать, потому что здесь может быть, как состоится какой-то важный разговор, или что-то, опять же, вы сумеете довести до точки, до ума, да, и можно об этом больше дальше и не думать, и не беспокоиться, и уже как знаменатель подвел, и все уже понятно. Но для кого-то это фортуна, да еще и нам выпадает император. Это как вам придется организовать свою собственную жизнь совершенно в другом ключе. Будьте к этому готовы. Что придет взамен? Но опять же деньги. Какая-то денежная история. Когда, ну, может быть, больше возможностей. Но так нельзя только про деньги сказать по шестерке пентаклей, потому что придет взамен? Мы ведь очень часто говорим, что это карта помощи высших сил. Поэтому для кого-то из вас действительно вот эта оказия, о которой я уже не раз сказала, как вот это, знаете ли, слово, ну, уже такое вроде надоевшая возможность, и тем не менее оно и есть. Потому что по этой карте это, знаете, как не случайная случайность, какой-то удобный момент. Или мы встречаем какого-то человека, или мы выходим на конкретную персону, которая нам может оказать содействие, и понимаем, что ага, ну тогда нужно действовать прямо сейчас. Вот у вас возможности приходят в вашу жизнь. Ну давайте раскроем, что придет взамен для близнецов. Взамен того, что уходит. Мы говорили планы. Радость, кубки, мои дорогие, хорошее настроение. Пусть не в этой колоде, но есть такая колода Таро иллюминатов, там рыцарь кубков означает искатель Грааля. И если, ну, чаще мы так банально по рыцарю кубков, это где-то эмоции, это какая-то важная встреча, это любовь, это приятные чувства, нежность, ласка, точно влюбленные. Но мы все разные все же, правда? И поэтому для кого-то из вас какой-то духовный смысл. Это не о реальной любви, это о любви платонической или о каком-то проекте, который именно важен для вас, мои дорогие. И вот есть какой-то выбор, будет он, ну, у вас как-то складывается так удачно энергия, как, знаете, вы чего-то, возможно, ну, как опасались. Или какая-то даже прежде была сложная история. Или у вас прежде что-то не получилось. Осадочек остался, безусловно. Что-то вы прежде завершили. А вот теперь, как будто что придет взамен. Это вы думали, что вы завершили, а тут вам судьба подарит вновь как будто какую-то тему. И этот выбор вы будете делать именно в августе. Причем
выбор может быть сложный, потому что вы кому-то не верите. Точно вы не верите. Либо вас кто-то прежде обманул. Может быть, это было связан обман с конкретным человеком, да? Может быть, это был какой-то такой случай, когда, ну, как люди дистанцировались даже, да? Какое-то время даже, может быть, и были как порознь. Все-таки выпадает шестерка мечей, семерка мечей. А тут как бы вам придется заново, в чем вы поставили, казалось бы, точку или на что вы махнули рукой, вот вам приходится с этим взаимодействовать или как будто переиграть. И, может быть, ради этого, или для прояснения этого, вот эти пути-дорожки будут и нужны. Но у вас какой-то выбор. И, может быть, этот выбор касается личной жизни, хотя я не исключаю, что и работы. К примеру, два проекта. Одно то, что нам нравится, а второе то, чем мы когда-то занимались, к примеру. Да, но там как все понятно, мы в этом поставили точку. Здесь может быть и такая персона, что придет взамен. То, что вам может быть как с работы, или вот то, чем, опять же, род деятельности, что вы делали прежде. Здесь какое-то может поступить вам предложение, но вам тогда очень надо как-то разумно обдумать, точно не рисковать собой. Тут у вас будет какой-то соблазн, и в то же время будет какая-то остановка. Остановка, потому что, ну, как подсказки вашей души. Король кубков, что это? Здесь конкретный человек может появиться, который, возможно, принадлежит к вашим близким. Может быть, и человек рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет асцендент. Но у нас король, но мы по полу карту не рассматриваем, рассматриваем архетип. Для кого-то это будет тот человек, который, ну вот как любовная история. У кого-то это будет и родственник. Ну, то есть по-разному, да. Если знак зодиака, то, может быть, это ближе вопросы, которые касаются там работы, согласований. Хотя я не исключаю, что это к близким. Но все-таки король кубков это может свидетельствовать о кровном родстве. Или о той взаимосвязи, которую мы не можем ее исключить. И вот здесь какой-то пересмотр ваших позиций будет. Вот это точно. Потому что есть ваше будущее и есть прошлое, в котором вы как будто поставили точку. И может быть как перевод отношений на новый уровень, если это касается личной жизни, но это тоже выбор. Или вопрос, который связан с работой, откуда к вам приходят деньги. И здесь вам тоже что-то придется решать. И причем так непросто. Не рискуйте собой, потому как здесь я допускаю с учетом всех карт, тут вам, знаете, как с пути истинного кто-то может вас словно или уговаривать специально, но не промахнуться, ведь всегда семерка мечей мы говорим. Карта вора, берегите буквально свои сумочки, кошельки, пароли аккаунтов. Повторяюсь, да, ну вот все то, что для вас дорого, любимо, ценно. Но иногда эта карта проигрывается, как забрать свое. Поэтому может быть и такой момент, который будет связан даже с финансами, да, хотя тут финансовых карт не выпало, но есть какая-то тема, которая тоже тянется из прошлого, и вы бы ее хотели разрешить. И здесь вот такой неоднозначный какой-то выход или вариант, который вроде бы, да, приятно слушать, вроде бы приятно общаться, вроде бы это все вас вдохновляет, но есть и минус, который как опыт ваш, да, и вот в целом это все создает сложный выбор. Так вот, я вижу, что может быть еще какой-то период, а у нас Плутон в ретро-движении до середины октября, и значит какая-то тема, которая у вас, может быть, знаете, достигла пика в мае или на начало июня. Она у вас будет решена в течение лета, а кто знает по ретро-Плутону, вот именно к середине осени. Но есть еще одна планета, все планеты влияют. Это у нас еще Сатурн, планета и владыка кармы, тоже в ретро-движении. А эта планета аж до 11 декабря, поэтому у кого-то тот вопрос, которому как нужно больше дистанции. Может быть, какая-то тема будет у вас постепенно решаться до конца года, проясняться. Но это что приходит взамен. Вам тут как и вывод, и выбор нужно делать одновременно. Так что же будет продолжаться?
Денежная карта, карта дома также, карта баланса, карта семьи, баланса, причем такого по максимуму, потому что здесь изобилие, мы говорим процветание, взаимопонимание. Поэтому и правда, для кого-то из вас, мои дорогие близнецы, вы сумеете уладить те вопросы, которые касаются жилья. У вас две такие карты, когда, ну, может быть, так вот и сложится. Какие-то перипетии такие судьбоносные, может быть, какие-то предложения. Ну, для кого это активно проигрывается, да? И именно жилищный вопрос нужно решить. Может быть, и будете вы какие-то договоренности, да, и где-то это будет совпадать с деньгами. У кого-то банально, кстати, купля-продажа может проиграться. Ну и по цене согласен, не согласен. Вот такие вот вариации. Но здесь тогда выбор все-таки есть, поэтому с одной стороны не продешевить, с другой стороны не упустить. Нам об этом тоже сказали. Потому что какой-то судьбоносный момент. Я вообще должна сказать, август месяц, будьте осторожны к вынесению вердиктов. Мы рискуем. Если мы кому-то сказали «нет», это может быть «нет» навсегда. А если мы сказали «да», то это где-то тоже граничит с ответственностью. Поэтому, ну так, не будьте риски, по крайней мере, в каком-то вопросе. Вот действительно лучше не спешить. И не спешить это не значит на полгода что-то поставить на паузу. Но, по крайней мере, что-то просчитать или у себя самой спросить, от чего же я хочу. Так что же будет продолжаться? По десятке пентаклей, да, какая-то денежная тема у вас еще будет продолжаться. Причем пятерки жезлов – это какое-то противостояние, может быть, из-за денег и одновременно дороги. Может быть, вот эта денежная тема, она как-то по времени растягивается, да? Часть вопросов вы решаете именно в августе или для себя, хотя уже видите траекторию какую-то. Тогда будьте готовы к тому, что в последующем будут новые известия, будут какие-то новые нюансы, и вам это дело как придется корректировать или как обустраивать. Но это прямо вам по судьбе, вы от этого не уйдете. В конечном итоге вы ведь что-то сумеете именно осуществить. Или как какой-то проект желаемый продвинуть. Более того, вот то, что у вас формируется на август, это еще не конечный результат, это еще не конечный маршрут. То, что касается денег, будет явно у вас продолжено. Кто-то из вас какой-то денежный вопрос, может быть, или жильем, кстати, да, какой-то переезд может быть ваш, вполне, за последующие месяцы. Или вами будет рассматриваться, или осуществлен. Или как вы меняете маршрут, хотели в одно место поехать, едете в другое. Или переехать, собирались продать, купить в одном месте, а тут вы теперь будете рассматривать что-то другое. Будьте готовы к тому, что до конца года у вас тут много чего будет меняться вообще. Но надо сказать, Уран в вашем знаке зодиака в первом доме, то есть именно вас и вашу жизнь меняет. Поэтому, может быть, так вот будут складываться события. Может быть, и, как знаете, какие-то предложения или ваши какие-то предпочтения. Тут тоже разные будут конфигурации, потому что как будто поездка-то есть, да, есть какая-то коррекция. А следом за этим вы вроде бы выровняли что-то, да, или как определились с чем-то. И следом прилетит еще одна новость, которая снова вас заставляет что-то корректировать. Ну вот и правда, скучать будет некогда, да факт. Когда опять мы как меняем направление. Тут не только за август. Тут вообще у вас на последние месяцы, но если мы говорим коридор затмения, да, месяц до этого и пару месяцев позже, я вполне такое могу предположить, что какая-то история осенью получит продолжение, будет связана либо с домом, либо с деньгами, да, или с каким-то вот таким вот вашим интересом, но деньгами это может быть и работа, а если дом, то это может быть у кого-то и личная жизнь, то есть вот тут такое соединение, и это не есть, вот как, знаете, мы что-то решили и раз и навсегда, а это вот именно вибрация какая-то идет, и раз переиграли, и второй раз, еще и третий. Будьте к этому готовы. Но как раз вы, мои дорогие близнецы, по части вот такой вот перестройки вы мастера.
но тогда скучать некогда, и это положительный момент. В чем ваша сила? В чем ваша фортуна? Не спешите, опять же. По этой карте мы приводим мысли в порядок. По этой карте мы даем себе время подумать. И, кстати, иногда по этой карте мы наводим порядок дома. Как хлам выбрасываем, что-то вот такое ненужное, как освобождаемся, да. Смотрим, как бы распределяем, это нужно или это уже, которое лежит там непонятно сколько, уже зачем оно мне надо. Но с чем это связано? Вот вам, как знаете, такое своего рода очищение, вот в этом вам тоже помогают высшие силы. В чем? Фортуна близнецов. А вам отсюда только в новое. Не случайно. Новолуние 12 августа. Может быть, все то, что произойдет у вас, мои дорогие, в течение коридора затмений. А у нас ведь там еще 18 числа кармические узлы меняют. Точно. Меняет ось теперь, это Водолей и Лев. И вот этот период коридора затмений нам показывает, раз меняют кармические узлы, именно свое как бы место расположения, да, переходят другие знаки зодиака. И это ведь не на день, это не на месяц, это до конца марта 2028 года. Поэтому для кого-то из вас тут какая-то перезагрузка, которая вам дает возможность выйти из какого-то, знаете, вот как подвешенного состояния, из какой-то замороженной ситуации. У кого-то, правда, я такое допускаю, может быть какое-то важное знакомство, важная встреча, выход из одиночества, я это говорила, и это тоже может быть. Но вот вам сейчас помогают высшие силы, как будто свою жизнь настроить или перестроить себя на новый лад. Именно завершить какую-то историю, которая была связана либо с ожиданиями, либо с какими-то обязательствами. Причем завершить так грамотно, чтобы была, может быть, даже какая-то бумага подписанная. Решить вопрос по части денег вам высшие силы помогают. И когда вам не случайно приходят какие-то новости, вот посмотрите, новости, я уже говорила, недостатка в них не будет. И вам может иногда хотеться вот как будто или из-за усталости, или не буду ничего делать, или еще подожду. Вот сами новости вам могут создавать какой-то хаос, может быть, или ситуацию выбора. Но тут вот нужно будет вам от чего-то не отказаться, потому что по 4 кубков все-таки нам судьба дает возможность, да? Кубок подает нашему молодому человеку, а он как будто «я занят, читаю книгу». А тут нам говорят «нет, тут ведь что-то очень важное стоит на кону». У кого-то это может быть связано именно с личной жизнью. Но, может быть, кто-то и будет подводить именно по личной жизни карта трансформации. Надеюсь, все прекрасно понимают, что все же карты Таро редко, когда 13-й старший аркан – это именно о смерти свидетельствует. Хотя я, конечно, не исключаю, мы все разные, да, может быть, у кого-то и смотрят меня из разных стран, и обстановка у каждого какая-то своя. Может быть, вот какая-то история вами уже была пережита, да, когда, увы, ну вот человека не вернуть, и вот придет тогда понимание, что, ну, жизнь у меня продолжается, нужно идти вперед. У кого-то все-таки мы говорим о трансформации, и рядом королева кубков, то здесь это можем говорить о том, что, ну, тогда нам все равно вот придется принять уже какой-то свершившийся факт, и, может быть, для кого-то из вас даже трансформировать отношения, перевести на новый уровень. Вот рыцарь кубков. Вот, может быть, у кого-то из вас даже прошлая история любви, но была не самая счастливая, правда? Время подводить итоги. Время себя настраивать именно на будущее. Вот уже не раз нам выпадает в раскладе 20-й старший аркан «Страшный суд». Все имеет причину и следствие, и все события в августе у вас судьбоносны. И это все вам помогает, да, преодолеть или пройти какое-то замешательство. Так и буквально, ну, может быть, первые шаги как в будущее, или первые шаги в каком-то новом проекте, в новой работе, в новых отношениях, почему нет? Или если даже в старых, прежних отношениях, но тогда
Значит, обстоятельства так складываются. Вы можете узнавать словно друг друга заново. И каждый из вас будет раскрывать свои таланты даже друг другу заново. Это как узнать. Может быть, и знали друг друга десятилетиями. А здесь может быть какая-то такая новость, которая меняет и вас, и ваши отношения. Что будет внезапно? Какие события вообще для вас неожиданные? Сложные события, да? С одной стороны, вам никто не мешает. Вот люблю за эту карту «Отшельник». Он всегда идет своим путем. Но для кого-то из вас действительно выход из одиночества. Я говорила по арканам пасьянса. Может быть, и будет такой момент, когда вы кому-то не верите, да? Отшельник идет с фонарем. И вот этот фонарь загорается, и он что он видит? Змея. Но кому-то этот выбор будет очень непростой, но это старший аркан. Что это такое? А у вас фортуна. И правда, для тех, кто устал от одиночества, будет вариант выхода. Ух ты как, тут все лихо закручивается. Но уже карт больше не достаю, посмотрите. Август месяц, и не только август, а сейчас весь 2026 год, это я сейчас об астрологии. Мои дорогие близнецы, сейчас удача на вашей стороне. Поэтому даже если мы рассматриваем так вот более далекую дистанцию, вот примените, наверное, эти последующие 6 месяцев максимально с пользой для себя. Решите как можно больше каких-то важных вопросов, тем, потому что вам сейчас вот действительно фортуна на вашей стороне, да? И колесница, ведь это карта успеха. Не случайно тут нам Чиро Маркетти как 2 колеса изобразил. И это не терять времени даром. И обе карты нам о чем говорят? Не откладывай что-то на потом. Потому что то, что у тебя сейчас есть какие шансы, у тебя их не будет. Может быть, и будь внимательно к вынесению вердиктов. Или того, что ты кому-то говоришь «да», значит, как я говорила, это обязательство. А если сказал «нет», то ты тоже, как сказал, и отрезал. Потом не открутишь назад киноленту судьбы. Потом ты не проиграешь это назад. Тут, видимо, раз и уже навсегда. Но у тебя сейчас настолько, вот что бы ты ни захотел. Но если ты об этом подумаешь, а мысль мы помним материально, а Уран в вашем знаке зодиака, а это все иррациональное. Может быть, и придется где-то договариваться, но это ваш конек. Вы договориться, коммуникация тут как раз на вашей стороне, и тоже высшие силы вам помогают. И колесо фортуны для вас складывает наиболее нужные для вашего счастья и успеха позиции. Но и самому все-таки колесница – это тема, которая связана именно с движением, перемещением. И времени не потерять. Как я уже сказала, этот момент, как ухватить жар-птицу за хвост, видимо, вам придется тоже или потребует от вас вот каких-то таких быстрых действий или грамотных, но правильных решений. И хоть в целом энергии я говорила об августе, что мы вроде бы не торопимся, мы куда-то не спешим, но, может быть, подготовиться нужно. И, понимаете, подготовка это не есть то, что мы отложили на энный период времени. Нет, время какое-то будет дано, но именно для того, чтобы что-то просчитать, чтобы с чем-то определиться. Ну уж точно не для того, чтобы ждать, что какой-то вопрос решится сам. Ваше счастье, ваша удача в ваших руках. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.